Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 10 июня, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. 3 взрыва произошли вчера на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте. Место ЧП было немедленно оцеплено. Инцидент произошел на участке трубы диаметром 1200 мм, где после взрывов поднялся огненный факел высотой около 15 метров. Из-за колоссальной температуры и угрозы распространения пламени экстренные службы оцепили зону происшествия и развернули операцию по спасению людей. Силы МЧС провели полную эвакуацию села Нижний Чирюрт, откуда вывели жителей 250 частных домов. Одновременно с этим в соседнем селе Гельбах спасатели эвакуировали 3 улицы, находившиеся в непосредственной близости от огня. Это еще около 140 человек из 60 домов. Суммарно зону бедствия покинули более 1400 местных жителей. Чтобы остановить горение, специалисты экстренно перекрыли 57-километровый участок трубопровода. По официальным данным регионального МЧС, причиной аварии стала разгерметизация трубы, жертв и пострадавших нет. На данный момент ситуация полностью стабилизирована, а эвакуированные жители Кизилюртовского района уже вернулись в свои дома. Вчера в Керченском проливе и над акваторией Черного моря у побережья Керчи сформировался водяной смерч. На кадрах видно, как гигантская темная воронка опускается из грозовых туч к самой воде, периодически подсвечиваясь яркими вспышками молний. С определенных ракурсов у очевидцев складывалось впечатление, что вихрь навис прямо над жилыми кварталами города. Практически одновременно с появлением вихря на Керчь обрушился сильный шквалистый ветер, ливень и град. К счастью для горожан, воронка растратила свою энергию в море и постепенно распалась без выхода на сушу, поэтому сообщение о пострадавших или разрушениях не поступало. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за прохождения активного циклона. Синоптики предупреждают, что неустойчивая погода с риском формирования новых смерчей над морем, ливнями и грозами сохранится на полуострове еще в течение нескольких дней. Столица Бельгии уже вторую неделю охвачена масштабными беспорядками, которые стремительно выходят из-под контроля властей. То, что начиналось в первых числах июня как мирные забастовки студентов и профсоюзов учителей против урезания бюджетов на образование и роста платы за обучение, превратилось в полноценные уличные бои. Ситуация резко обострилась после того, как к демонстрантам активно присоединились агрессивные группы молодых мигрантов в первом и втором поколении из неблагополучных районов. Эпицентр хаоса сосредоточен в самом центре Брюсселя, в районе центрального вокзала, а также у правительственных зданий. Радикалы перекрывают дороги, жгут электросамокаты, разбивают витрины магазинов и забрасывают полицию и пожарных фейерверками. Сообщается, что погромщики предприняли попытку штурма парламента французского сообщества, выламывая входные двери. Полиция Брюсселя, в свою очередь, применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Задержаны десятки участников погромов. На фоне непрекращающегося насилия министр обороны Бельгии Тео Франкен уже выступил с инициативой привлекать неуправляемую молодежь к жестким армейским дисциплинарным лагерям, чтобы вернуть порядок на улице города. 9 июня на столицу индийского штата Телангана, город Хайдарабад, обрушился муссонный ливень, вызвавший масштабные подтопления и парализовавший жизнь мегаполиса. Метеорологический департамент Индии сообщил, что в отдельных районах города, таких как Бегумпет и Хайратабад, за несколько часов выпало около 90 мм осадков. Сильнейший удар стихии пришелся на вечерний час пик. Дороги в деловых кварталах ушли под воду, заблокировав сотни автомобилистов. Городские дренажные каналы переполнились, а на дорогах образовались многокилометровые заторы. По сообщениям местных СМИ, в старой части города сильный шторм также привел к повреждению линий электропередач и гибели 2 молодых людей от удара током. Несмотря на то, что для жителей Хайдарабада этот ливень стал долгожданным спасением от многодневной изнуряющей жары, ветер повалил в городе более 70 деревьев.
Метеорологи предупреждают, это лишь начало полноценного юго-западного муссона, который пришел в Телангану на этой неделе. Власти города просят граждан воздержаться от необходимых поездок, не приближаться к электрическим столбам и открытым люкам. По прогнозам синоптиков, сильные грозы, шквалистый ветер и проливные дожди сохранятся в регионе как минимум до 11 июня. Власти Японии поймали медведя, из-за которого пришлось закрыть 94 школы. По данным агентства Киода, с утра субботы поступило 25 сообщений от очевидцев о появлении медведя в городе Уцуномия. Из-за этого власти закрыли 94 начальных и средних школ города. Сообщается, что медведь был усыплен выстрелом со снотворным. Сейчас стоит вопрос о его умерщвлении. Этот случай подчеркивает пугающую национальную тенденцию. За последний год в Японии зафиксировано рекордное число контактов с хищниками – более 50 тысяч случаев. Количество пострадавших от нападений достигло 238 человек, из которых 13 погибли. Экологи связывают такую активность с глобальным изменением климата, уничтожившим привычные запасы желудей в лесах, а также с депопуляцией японских деревень, из-за чего оголодавшие медведи без страха заходят кормиться в крупные города. Вспышка экстремальной погоды в Северной Дакоте привела к формированию 2 торнадо, один из которых пронесся в непосредственной близости от города Бобилс в округе Бёрк. Национальная метеослужба США сообщила, что в воскресенье вечером суперячейковые грозы спровоцировали первый торнадо сезона в штате. По данным радарного и наземного обследования, вихрь образовался в 3 милях к юго-востоку от Бобилс и находился на земле около 4 минут, преодолев расстояние чуть более 3 миль со скоростью до 153 км в час. Разрушительный поток ветра успел перевернуть зерновой бункер, сорвать крыши с нескольких хозяйственных построек и начисто срезать верхушки сосен. В результате прохождения грозового фронта никто из местных жителей не пострадал. В Индонезии зафиксирована серия мощных извержений вулкана Левотоби-Лаки-Лаки на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. В течение суток произошло не менее 9 последовательных выбросов вулканического материала. Раскаленные столбы пепла и дыма поднимались на высоту до 3800 метров над уровнем моря. Из-за непрекращающейся активности и высокой концентрации твердых частиц в атмосфере региональные власти ввели 2-й по величине уровень опасности. Местный аэропорт Францискус Ксавериус Седа в городе Маумере, расположенный примерно в 60 километрах от эпицентра, заблокирован шлейфом пепла. Вулканологи установили 5-километровую зону безопасности вокруг кратера и призвали местных жителей, а также туристов, не приближаться к горе. Спасательные службы отдельно предупреждают население о серьезной угрозе схода опасных и стремительных грязевых потоков из вулканического мусора, которые могут мгновенно сформироваться в руслах рек в случае сильных тропических дождей. Военно-морские силы США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру МТ «Маривекс» прямо у побережья Омана в районе острова Масира. На борту судна, шедшего под флагом Палау, находилось 24 моряка, все они являются гражданами Индии. По версии Вашингтона, заблокированный и находящийся под санкциями танкер пытался пройти в один из иранских портов. После прямого попадания на борту вспыхнул пожар, и экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что судно начинает тонуть. Все моряки с заблокированного танкера были успешно эвакуированы вертолетами ВМС Омана. Береговая охрана Индии сообщила, что никто из 24 моряков не пострадал, раненых нет. В настоящий момент спасенный экипаж временно находится в безопасности на острове Масира. Его возвращение в Индию ожидается в ближайшее время. Сам аварийный и обездвиженный танкер сейчас удерживается на якоре неподалеку от Оманского побережья.
Мощный грозовой фронт, прошедший через северо-западную часть штата Северная Дакота в США в воскресенье, оставил после себя масштабные разрушения из-за сильного прямолинейного ветра. В отличие от торнадо, этот тип конвективного ветра бьет направленным единым потоком, но его сила близ Уиллистона оказалась сопоставима с ураганной. Ветер валил деревья, срывал кровлю с жилых домов и хозяйственных построек. Основной удар стихии пришелся на линии электропередач. Десятки столбов связи оказались повалены, из-за чего тысячи жителей в окрестностях города и прилегающих округов Уильямс и Маккензи остались без электричества. Бригада энергетиков Уиллистона до сих пор восстанавливает энергоснабжение после июньского супершторма. Внезапное и редкое для Карибского региона землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у северо-западного побережья Кубы. По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы около 2 часов дня по местному времени на глубине 26 километров, а эпицентр находился в Мексиканском заливе, примерно в 104 километрах от кубинского города Мантуа. Сейсмологи уже назвали это событие уникальным. Это сильнейшее внутриплитное землетрясение в данной акватории с 1880 года. В самой Гаване отголоски стихии ощущались около 20 секунд. В центре столицы дрожали столы, раскачивались мониторы и мебель, что заставило сотни напуганных сотрудников офисов и жильцов многоэтажек эвакуироваться на улицы. К счастью, на данный момент местные власти не зафиксировали жертв, пострадавших или критических разрушений инфраструктуры. Что интересно, сейсмический толчок оказался настолько мощным, что волны без труда преодолели сотни километров по известняковым породам океанического дна. Жители Майами, Орландо, Тампы и даже более северного Джексонвилла массово сообщали о качающихся люстрах и дребезжащей посуде. В округе Лейк государственные учреждения и школы закрыли до конца дня, а в Майами из-за сильной вибрации вывели людей из правительственного центра Стивен Кларк и нескольких станций метро. Толчки также ощущались на мексиканском полуострове Юкатан. Ученые предупреждают жителей Западной Кубы о неизбежных авторшоках, однако заверяют, что материковой части США повторные толчки уже не угрожают. Крупный лесной пожар вспыхнул в округе Раджаури на союзной территории Джамму и Кашмир в Индии. Огонь охватил сразу несколько лесных зон. Ситуация обострилась из-за установившейся в регионе экстремальной жары и сильного порывистого ветра, который разносит искры по иссушенной солнцем растительности. Экологи заявляют о колоссальном ущербе для местной экосистемы. Пламя уничтожает гектары уникального зеленого покрова, а из горящих чащ доносятся крики сотен диких птиц и животных, пытающихся спастись из западни. На борьбу со стихией мобилизованы все экстренные службы региона. Совместную операцию проводят Департамент лесного хозяйства, силы защиты лесов и волонтеры из числа местных жителей. Однако ликвидация очагов осложняется суровой горной местностью. Пожарная техника физически не способна добраться до отдаленных лесных мест, из-за чего спасателям и сотням деревенских жителей приходится пробиваться к огню пешком и бороться с пламенем вручную, сбивая огонь ветками и подручными средствами. По сообщениям властей, на данный момент информации о жертвах среди населения или травмах не поступало.